Мотор-трак Fluke Stock, созданный Робертом Стоком в начале 20 века, был одной из первых в мире самоходных почвообрабатывающих машин, где плуг и двигатель внутреннего сгорания были объединены на одной раме. Данная конструкция кардинально упростила процедуру вспашки и стала катализатором для развития немецкой школы сельскохозяйственного машиностроения. Друзья, всем привет! Сегодня знакомимся с компанией Stock и ее самоходными плугами. Карл Кристиан Роберт Сток был инженером, предпринимателем и пионером в области телекоммуникаций и машиностроения. Наибольшую известность он получил как основатель и руководитель компании Deutsche Telefonwerke, которая занималась разработкой и производством телеграфного и телефонного оборудования. В 1896 году на Берлинской промышленной выставке компания представила первое в мире телефонное соединительное бюро, ставшее прототипом государственных телефонных станций в Германии. В начале 20 века Deutsche Telefonwerke построила более 130 телефонных и телеграфных станций по всей Европе. После того, как его предприятие стало самостоятельным, Роберт Сток решил посвятить себя сельскому хозяйству, что привело к созданию Мотор-трак Fluke. В начале 1900-х годов обработка земли происходила с помощью самоходных локомобилей и паровых плугов. С самоходными локомобилями мы уже знакомились. Это такие паровые двигатели на колесах, которые служили источником энергии для привода стационарных машин и могли перемещаться самостоятельно. Они были способны работать с сельскохозяйственными орудиями, но были очень тяжелыми и сильно уплотняли почву. Паровые плуги – это комплекс машин, состоящий из двух паровых локомобилей, не обязательно самоходных, и одного плуга. Локомобили располагались на противоположных краях поля и тянули плуг стальным канатом поочередно то к одному краю поля, то к другому. Это была сложная, дорогая и маломобильная технология, требовавшая большого числа рабочих и длительной подготовки. Создание Мотор-трак Fluke стало попыткой упростить этот процесс. Первая опытная конструкция появилась в 1907 году. Она представляла собой самоходное шасси с бензиновым двигателем и закрепленным на нем плугом. Демонстрация машины и ее испытания проходили в окрестностях Берлина. Доведя конструкцию до работоспособного состояния, в июне 1909 года Роберт Сток зарегистрировал компанию Robert Stock Motor Fluke и наладил ее серийное производство. Новая машина была названа Мотор-трак Fluke Stock, что в переводе с немецкого значит «моторный плуг Стока». Моторный плуг имел двухцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель объемом 2,2 литра мощностью до 24 лошадиных сил. Трансмиссия была оснащена механической коробкой передач с 3 скоростями вперед и одной назад. Передние большие колеса ведущие, заднее рулевое. Плуг был закреплен на раме и мог иметь от 3 до 6 корпусов. Максимальная ширина захвата 1,5 метра, производительность до 2 гектаров в час, расход топлива до 19,5 литров в час. Глубина обработки регулировалась специальным винтовым механизмом, запатентованным Стоком, и составляла от 18 до 25 см. Длина машины около 4,5 метров, ширина 2,5 метра, масса до 3200 кг. К 1911 году компания продала 360 единиц Мотор-трак Fluke, а в 1912 году еще 380. Самоходный плуг продавался преимущественно в Германии, в таких регионах как Бранденбург, провинция Саксония и Мекленбург. Именно здесь техника Stock пользовалась наибольшей популярностью. Конкурентами Stock стали наладившие производство аналогичных машин компания Hanomag, доминировавшая в Баварии, и Комник, хорошо продававшиеся в Восточной и Западной Пруссии. Самоходный плуг Stock предназначался в основном для сельскохозяйственных предприятий с площадями от 100 до 500 гектаров и выше, где требовалась техника для быстрой вспашки больших полей. Техника Stock отличалась высокой надежностью и качеством изготовления, что отмечалось в отраслевых публикациях и на практике. По сравнению с паровыми плугами и лошадьми, Мотор-трак Fluke существенно ускорял вспашку. При этом работа, которая раньше выполнялась целой бригадой, теперь выполнялась одним человеком. 13 июля 1912 года в возрасте 54 лет Роберт Сток ушел из жизни, и руководство компании перешло к его ближайшему соратнику и техническому директору Карлу Гляйхе. В 1916 году предприятие было преобразовано в акционерное общество Stock Motor Fluke AG. В 1924 году компания представила новый самоходный плуг.
Он так же, как и предшественник, был оборудован двухцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем мощностью до 20 лошадиных сил. Его отличительной особенностью было наличие механизма быстрого переворота плуга. Управление поворотом машины осуществлялось путем разобщения ведущих колес, то есть отключением одного из них от трансмиссии. Данный плуг применялся в малых и средних хозяйствах. Было изготовлено всего несколько сотен экземпляров. С накоплением опыта такие производители, как Lanz, Benz Sandling, а также упомянутые Комник и Ханамок начали выпускать более легкие и дешевые трактора, в результате чего моторные плуги сток начали терять конкурентоспособность. Рынок устал от однотипных решений и требовал универсальных тракторов, способных выполнять самые разные операции. В попытке выйти за пределы традиционной концепции самоходного плуга и предложить фермерам современный универсальный сельскохозяйственный трактор, компания выпустила Raupenstock. Raupenstock – это гусеничный трактор, разработанный в 1927 году, предназначенный для работы с различными прицепными сельскохозяйственными орудиями, такими как плуги, бороны, сеялки, а также выполнение транспортных работ. На нем был установлен 25-сильный двигатель объемом 3,6 литра, который мог работать как на бензине, так и на керосине. Трактор отличался высокой проходимостью и минимальным давлением на грунт, что делало его особенно эффективным на тяжелых и влажных грунтах. За время производства было выпущено более 4000 экземпляров. Однако мировой экономический кризис 1929 года, так называемая Великая депрессия, привел к падению акций компании более чем на 50%. В 1931 году из-за финансовых трудностей производство сельскохозяйственных машин было окончательно остановлено. Самоходные моторные плуги стали историей. Но несмотря на это, они внесли ощутимый вклад в развитие сельскохозяйственного машиностроения Германии, создав конкурентную среду и послужив основой для создания подобных машин другими компаниями, что в конце концов привело к технологическому прогрессу всей отрасли. В 1933 году на старых производственных мощностях завода с новым руководством и новыми продуктами было создано новое предприятие – Stock Motorflug GmbH. Но это уже совсем другая история. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока.